вершине той скалы старая башня. Может, внутри что-то осталось? Похоже, тропа давным-давно обрушилась. Придется лезть. Красильщику это пригодится. Пойдет в хранилище. Отлично. Добралась. И здесь еще одно такое устройство. Линза. Разберусь, что с ней делать позже.
Пока отправлю в хранилище. Нет, Эй, так ты Нора, охотница на машины? Джават сказал, сикачей видели к западу от каменоломни. Надо посмотреть, что там в дальней части долины.
Оставлю при себе. Ох, освежает. Вроде бы.
Отложу на потом. У водопадов мертвый сикач. Надо осмотреть. Странно. На нем видны следы взлома. Похоже на перехват. Может быть, спрыгнуть с утеса, вон там? Надо идти дальше по тропе. Приберегу на будущее.
Еще один мертвый секач. Старая шахта и сломанные деревья. Как будто их затоптали. Это отсюда явились секачи? Но как? Разве что эта пещера ведет прочь из преграды. Уберу в хранилище на всякий случай. Ладно, посмотрим, что там дальше. Старые пути обрушились. Причем недавно. Значит, здесь не пройти. Там мертвый секач. Должно быть, под ним обрушились пути. Значит, секачи здесь были. Откуда-то из глубины шахты идет дым. Там был взрыв.
Секачи. Они попали в западню. Первым делом мне нужно разобраться с ним. Ты меня не видишь. Можно идти дальше. Надо сходить посмотреть, откуда идет дым. Сколько дыма.
Похоже, шахта довольно глубокая. Там очень много огнежара. Кстати, огнежар взорвет целую гору. На одном из дочников запаска. Записка адресована Ульванду. Получается, эту шахту должны были закрыть. А в Ульванде взыграла жадность. Он пробирался все глубже и глубже. Надо рассказать об этом Джаваду. Как понадобится, возьми из хранилища. Значит, Ульванд втайне вел работы в шахте. Хотел выгрести все по чисту. А потом нагрянули сикачи. Может, проход им пробило взрывами? Но откуда? Спасительница, какие новости ты несешь? Взяла след сикачей у каменоломни. Похоже, они прискакали из шахты на окраине долины. Шахта? Как стая сикачей могла попасть в шахту? Точно не знаю, но рабочие Ульвунда там пробивают туннели взрывчаткой. Во имя Зари, я говорил ему, что нельзя так рисковать. Туннели тянутся на мили под землей, даже за пределы преграды. Ты думаешь... Взрывчатка Ульвунда проделала проход на другую сторону? Возможно.
И даже очень. Если это правда, нужно доказать это. Нужно, чтобы сама спасительница провела тщательное расследование. Ладно, я продолжу поиски. Как эти обвинения помогут Ульвунду добиться принятия закона? Оглянись. Это владение Дома Солнца. Но в скрежете горы одни железки. Ржавчина. Да дрянной эль. Говорит, что Карх выпустили сикачей, чтобы тем самым запугать и заставить подчиняться озерам. Что ж, могу лишь ответить, что здесь все помнят зверство безумного короля солнца. И хотя работа возобновилась, Ульвунд надеется поднять народ против Карха и устроить забастовку. А если озерам откажутся работать без этого закона, у тебя не останется выбора. Верно. Восстановление света пустоши должно продолжиться. Как ты здесь оказался? Веришь или нет, я сам попросил эту должность. Управлять всей долиной от имени Короля Солнца — это было честью. То есть и есть честь. Но тебе было бы проще, если бы такие, как Ульвунд, не накаляли все время обстановку. Ульвунд никуда не денется. Он был здесь еще до моего появления и мнит себя основателем скрежета горы. Я найду способ с ним ужиться. Я должен. Мне нужно идти. Конечно. Чтобы выяснить, откуда тут взялись сикачи, мне нужно пойти дальше, на запад. Уже передумала А насчет без посол- Все-таки пришла выпить пивка? Давай, садись. Налейте-ка ей тоже кружку. Не ожидала, что ты заглянешь. Разве я делаю, что от меня ждут? Отличный ответ. Гнев и пламя. Гнев и пламя. Как хорошо пошло-то. Кузню этим не починишь, но хотя бы на время о проблемах забудешь. Каких? Ну, все не так плохо с тех пор, как ты навела тут порядок. Но Ульвунд все еще продолжает проталкивать свой закон об уступках. Если ты его не уберешь, я подойду, и тогда ты доиграешься. В общем, сейчас меня волнуют те беженцы из закатной крепости. Пройти такой путь, перенеся кузню, знает какие тяготы. Беженцы Карха Тьмы? Почему они в преграде? Ищут новый дом, наверное. Они разбили лагерь у старой тропы на юго-западе. Вот в том-то и проблема. На прошлой неделе в скалах разбился буревестник, и Толан Деляга положил глаз на его обломки. Но беженцы перекрыли проход, чтобы никто не прервал их дурацкий ритуал. Что-то про поиск сумеречного пути. Я от них такого не слыхала. Ну да, конкретно эти Карха Тьмы странный народец. Но в целом они мирные люди. Хотя Толанду на это плевать. Он готов за этой добычей по головам идти. Может, ты могла бы заглянуть к ним? Убедить их перенести лагерь? Те сикачи в преграде. Ты свинья. Жуткие твари эти сикачи. Однажды они объявились и стали буйствовать по всей долине, словно пламя в кузне. Эх, много людей погибло. Но слава мехам, ты с ними разобралась, и теперь здесь все налаживается. Это помешало планам Ульвунда. Вот был бы способ заодно разобраться с Ульвундом и вышвырнуть его из города. Но чем сикачи в преграде полезны Ульвунду? 3 слова. Закон об уступках. Раз никто не знает, откуда явились сикачи, Ульвунд решил обвинить во всем Карха. Он надеется разбередить старые раны, чтобы устроить забастовку, пока закон не будет подписан. Это просто очередная попытка. Он пытается подбить рабочих на бунт с того дня, как явился в город. Кстати, думаю, сикачи пришли из старой шахты Ульвунда. О, это искра, которая может разжечь пламя. Доказать можешь? Пока еще нет. Клянусь кузней. Как что узнаешь, сразу расскажи.
Я думала, ты уже в Свободной горе. Ну, после битвы у Меридиана я туда вернулась, но поняла, что там и без меня все в полном порядке. Услышала о восстановлении света пустоши, решила, что могу пригодиться. Так тут и зависла. Ты ж всегда можешь уйти. И вернуться на восток? Не, я горячую кузню не бросаю. К тому же, кто-то должен смотреть, чтобы рабочие не бездельничали. Что еще расскажешь о беженцах Карха Тьмы? Ну, например, то, что они не зовут себя Карха Тьмы. По крайней мере, теперь. Просто очередные солнцепоклонники. Но хотя они и помешались на солнце, они абсолютно мирные люди. Похоже, им нужно лишь место, где можно жить, и молиться, и немного пищи, чтобы не голодать. Значит, они просто разбили лагерь и перекрыли проход к обломкам буревестника в ожидании... Чего именно? Понятия не имею. Но скажу одно. Если сообразят разобрать обломки, сердце буревестника дорогое. По законам Азерам добыча принадлежит нашедшему. Но Толан Деляга вряд ли когда-либо терял сон, нарушив закон. Что касается Ульвунда, А здесь все касается Ульвунда. как он стал тут главным? Приперся раньше всех, словно белка, унюхавшая орех. Он знал, что в свете пустоши понадобится камень и дерево, так что собрал все средства со всех денежных мешков в источнике, чтобы заявить права на все мало-мальски ценное в преграде. Только все банкиры знают, что это земля Карха, и Король Солнца в любой момент может оспорить их права. Поэтому ему нужно, чтобы наместник подписал закон об уступках. Кто такой этот Толанд Деляга? Да один поганый ростовщик. Он держит лавку в городе. Жил в скрежете горы с самого его основания. Он давно знаком с Ульвундом. Они с ним словно два полена в костре. Так он работает на Ульвунда? Ха! Может быть, Ульвунд так и считает, но Толанд всегда себе на уме. И он не из тех, кто позволит кучке беженцев помешать ему заполучить обломки буревестника. Этот закон об уступках, что это такое? И чем он поможет Ульвунду? Куча дерьма это, вот что. Закон, передающий притязания Азерам в преграде в их же ведении, хотя это земля Карха. А значит, любые притязания на руду, камень и древесину не смогут быть оспорены Карха. Вкладчиков в жиле больше не будут сдерживать риски, и они смогут пустить осколки на расширение своего дела. А раз Ульвунд уже застолбил за собой все прибыльные места, это сделает его богаче падальщика на свалке. Не говоря уже о том, что скрежет горы отойдет Азерам, и он купит достаточно голосов, чтобы стать старейшиной. Хитрый старый барсук, с этим не поспоришь. Думает, что если будет продолжать давить, наместник подпишет закон. Если буду в тех местах, поговорю с беженцами. Попробую убедить их переехать. Было бы здорово. Им и так непросто. А Толанд сделает еще хуже. Петра Её сказала, придумали у Толанда Тена. лавка в скрежете Но горы. играть-то могут все. Стоит сперва с ним поболтать.